Пахнет? Нет, не пахнет. То есть запах должен быть нейтральным, чтобы он не раздражал, не напрягал. Легкое поколачивание. И опять поглаживание. Всем привет! С вами снова Массажная страна, и мы продолжаем серию уроков обучающего массажа. Сегодня у нас массаж шейно-воротниковой зоны. Эта зона является зоной эмоций, зоной стрессов. Из-за того, что данная зона очень хорошо кровоснабжается, очень большое количество нервных окончаний, места выхода нерва крупных, мы реагируем и живем все эмоциями, то есть как положительными, так и отрицательными. И наша зона, шейно-воротниковая зона, очень быстро реагирует на это. Да? Она может сжиматься, приходить в спазм, у нас из-за этого могут быть некомфортные состояния. И опять мы не углубляемся в медицинскую терминологию, в медицинские проблемы. Если ваш оппонент, если ваш близкий, знакомый нуждаются в помощи того, что эту зону нужно размять, этот урок для вас. Единственное, что нужно и важно знать, если у человека повышенное давление, и он склонен к тому, к той реакции, что у него скачет давление высоко, то все наши движения будут от зоны плечей вниз. Да? То есть мы не будем нагнетать кровь вверх к голове, дабы не увеличивать состояние повышенного давления. Если давление в норме или давление пониженное, то все движения будут идти от межлопаточной зоны сюда кверху и к голове. Все-таки остановимся на том, что давление в норме, проблем нету. Поэтому, как и в предыдущем ролике, наши приемы будут основываться на поглаживании, растирании, разминании и постукивании, поколачивании или вибрации. Масло. Вы все всегда спрашиваете о масле. Масло можно использовать любое, опять по предпочтению человека. Вот с каким маслом ему комфортно ароматически воспринимать это, с таким вы и работаете. Ну, еще момент того, что есть ли какая-то аллергическая реакция на масло или нет. Вот это тоже, если человек уже столкнулся с этим. Так любое масло, какое есть дома, в аптеках, в магазинах, можно использовать. Можно использовать оливковое масло. Опять по предпочтению, по ароматическому восприятию. Можно взять какое-то нейтральное масло, да, и добавить туда концентраты апельсина, лимона, корицы, кориандра, что кому нравится, пачули, иланг-иланг. То есть опять это добавит ароматерапии, где человек дополнительно расслабится и за счет эфирных масел придаст ему состояние комфорта и уюта. Но очень аккуратно добавляйте концентрированные масла в основу масла, чтобы не вызвать каких-то еще дополнительных негативных реакций. То есть даете вашему человеку, которому будете делать массаж, понюхать, приятно ему будет, тогда добавляем. Если этот запах неприятен, то не используем. Можно использовать обычное оливковое масло без запаха, то есть максимально нейтральный запах, да? То есть ни холодного отжима, ни горячего отжима, но используйте. Оливковое масло даем Ане нашей понюхать. Пахнет? Нет, не пахнет. То есть запах должен быть нейтральным, чтобы он не раздражал, не напрягал и состояние было как бы комфортное для скольжения, для вашего удобства. Опять, не у всех есть массажные кушетки, стулья. Да? Дома можно использовать любой стул, сесть, как в предыдущем ролике, в комфортное, удобное положение на стул. При этом на спинку стула можно положить подушку для удобства, да,
человека, который сидит и которому вы будете делать массаж. И руки расположить под головой. То есть ладошку на ладошку и лбом на ладошке, либо на руки. Наливаем в ладошку небольшое количество масла и потихонечку наносим его на поверхность, ту, с которой мы будем работать. По начальному этапу, по первому, да, берите и наливайте в ладошку количество масла минимальное, ну, предположим, чайную ложку, да, вотрите, разотрите. Если вам этого будет недостаточно, да, и вы понимаете, будет, что это еще сухо, да, то добавляйте еще. Много тоже не нужно добавлять, потому что чтобы не проскальзывать, чтобы было хорошее скольжение, сцепкость была, и в то же время не было сложно, что вы просто скользите. Все движения легкие, да, начинаем с поглаживания, с межлопаточной области, практически от поясничной части, да, мы идем по межреберному пространству, поднимаемся вверх, по плечам спускаемся и слегка скользим вниз по ребрышкам. Очень легкие движения, поглаживания. За поглаживанием идет растирание, и вы уже начинаете больше контактировать, разогревать поверхность и растирать. После каждого приема мы прием продолжаем приемом поглаживания. Растирание может быть в виде пиления. Ребром ладошки мы растираем область паровертебральную или область поперечных отростков у позвонков и ребер. Легкие движения, то есть нам надо кожу разогреть. Дальше переходим также на легкие растирания до легкого покраснения. До дыр тереть не нужно. Дальше идет движение разминания, да, то есть мы пальчиками легко встаем на мышцы и также, как и в предыдущем ролике, спиралевидное либо зигзагообразное состояние мы прорабатываем область длинных мышц спины, трапециевидной и широчайшей мышцы, также мышц малой, большой ромбовидной, восходящей трапециевидной. И разминаем. Опять, наша задача все-таки с точки зрения профилактики снять напряжение, которое, возможно, появилось по прошествии целого дня. То есть легко-легко разминаем. То есть не делая боль, не причиняя боль. Самое главное, не навредить, не сделать хуже. То есть как бы рисуем спиральки. Очень легко. Контакт. Не надо жесткого контакта. Даже если вы находите область и зону, по вашему мнению, по вашим ощущениям, жесткую, да, не зацикливайтесь и не останавливайтесь на ней. То есть наша задача снять это напряжение. Если вашему партнеру или человеку, которому вы делаете массаж, необходимо, да, чтобы это было все-таки более контактное состояние, то уже опять, беря обратную связь, нужно посильнее нажать. Или вас человек просит, вот здесь можно посильнее нажать, да? Опять очень аккуратно, разумно, не навредить.
И опять, если вы чувствуете, что разогрев был недостаточно или мышца не совсем поддается, можно еще раз вернуться к состоянию растирания, больше вызвать состояние покраснения или гиперемии, увидев то, что покраснение явно, да, и почувствовать под руками на теле тепло, вы будете понимать, что вы достигли своей цели. Возвращаемся к состоянию разминания, и мы понимаем, что у вас под пальцами то напряжение, которое было, оно начинает медленно и постепенно растворяться. Мышца начинает размягчаться, и напряжение начинает уходить. Если же все-таки и этого недостаточно, то воспользуемся приемом той же вибрации, то есть подтрясывание, да, взяв пучок между пальцами и немножко его встряхнем. Завершающий прием мы используем прием поглаживания. У нас основной разогрев здесь уже прошел, но мы воздействовали на паравертебральную область, на реберные дуги мы не уходили, да? На ребра мы не уходили, поэтому немножечко разогреем, разотрем. Возвращаемся мы легко, то есть мы не тянем на сюда состояние, то есть легкое касание, как поглаживание. Погладили. И такое же спиралевидное или зигзагообразное разминание. И опять поглаживание. Анна, все в порядке? Все комфортно? Оказывается, массаж может быть еще и приятным. И безболезненным. Также поглаживание. Растирание. Пять-семь движений одного приема, 5-7 движений другого приема и чередуем, основываясь на ощущениях своих и ощущениях человека. Спрашиваем, контактируем, просим человека давать обратную связь, если делаете вы это впервые, то есть что как. И помним состояние того, что не навредить, не сделать хуже. И переходим на зону лопаток и межлопаточного пространства. Выбирая правую или левую сторону, мы начинаем, так как у нас поглаживаний было много, растираний тоже, мы уже подготовили, разогрели практически всю зону, да, мы можем начать уже с разминания. Также спиралевидного разминания мы проходим по всей лопаточке. В основном все практически движения идут по часовой стрелке, да? То есть у нас часовая стрелка идет в самом движении разминания, и мы движемся по часовой стрелке, в частности, сейчас по правой лопатке, захватывая большую группу мышц. Давление
выбираете сами, то есть основываясь на ощущениях человеку, которому вы делаете массаж. Да? Самое главное, чтобы было комфортно, не было больно. Наша задача – это как бы профилактика и не навредить. И после спиралевидного разминания мы уже берем, массивно разминаем, берем складочку и начинаем разминать от той зоны, с которой мы начинали, то есть от угла, от края лопатки, нижнего угла лопатки, да, мы продолжаем движение свои сюда, к плечу. И заканчиваем прием разминания поглаживанием. И переходим на левую часть. То же самое. Также по часовой стрелке. Рисуем круги, спирали, зигзаги. Делаем усиленные эти движения, потому что, обрабатывая лопатку, мы не отработаем эту зону. То есть, когда мы выйдем на зону обработки выше самого надплечья, мы вернемся еще раз к этой точке. Если вы чувствуете, что вам нужно где-то в зоне, которая плотная и никак не поддается, давайте разотрем ее и усилим состояние разогрева там, да, чтобы помочь этой зоне просто дополнительно расслабиться. Да, и также заканчиваем движение поглаживающим. И опять проходим по этой зоне и чувствуем под руками, как уходит плотность или нет. Становится размягченное состояние или нет. И у нас осталась одна зона необработанная, да, это зона шеи и зона надплечий. Можно оставаться также со спины по отношению к массируемому. Начинаем все движения с поглаживающих движений, да? От подзатылочной области сюда к плечам. От подзатылочной области к плечам. Мы поглаживаем сначала. Потом начинаем потихонечку растирать. Растирать можно так же, как кончиками пальцев. Так как все-таки часть мышц мы уже разогрели, размяли, растерли. Результат разминания – это легкое покраснение кожных покровов. Как бы реакция на ваш прием. То в шее ребро, не всегда удобно. Растираем зоны между большим и указательным пальцем. То есть ставим ладошки в обратную сторону, мы как бы обнимаем шею, да, и потихонечку начинаем растирать от волосистой части, подзатылочной области, где волосистая часть заканчивается, растираем сюда к плечу. То есть берем только мышцы. На позвоночник не заходим, на шейный позвонок. Мы воздействуем только на мышцы. И поглаживание. Поглаживание можно также использовать таким же самым образом, да? То есть мы потихонечку поглаживаем, не жестко, не давя, и поглаживание, да? Насколько у каждого реакция своя, 3-4, 5-7 повторений каждого приема и поглаживание.
и поглаживание. И дальше у нас идет также разминание. Да? То есть мы ставим либо пальчиками, да, и воздействуя на мышцы, да, точно. Также спиральками уходим по восходящей трапеции и уходим на поперечную трапецию и мышцы, поднимающие лопатку. И также продолжаем каждый прием поглаживанием. Легко, такое, как пощипывающее, но зажимающее движение. Взяли пальцами и продолжаем разминать. Бери обратную связь. Анна, все комфортно? Это отличная реакция. Почти заснула. И переходим на противоположную сторону. Также делаем разминание. И заканчиваем этот прием приемом поглаживания. Легкое разминание без сильного воздействия и надавливания, либо фалангами пальцев, как будто перемешиваете что-то, да, либо это легкое просто надавливание, или как еще его называют, движение глажения, да, как будто мы гладим, но слегка с нажимом, да, прогоняем эту кровь, и ладонной частью мы делаем такими надавливающими движениями. И у нас остался еще 4-й прием, который мы не использовали в предыдущем видео на голове. Это прием поколачивания, рубления, вибрация, постукивания. Да? То есть мы собираем свою ладошку в кулачок, да? Делаем легкий контакт, да? И как будто слегка поколачиванием. Опять, откуда мы начинали свое поглаживание, поднимаемся вверх, проходим вокруг лопатки, легкое поколачивание. После поколачивания можно использовать прием так называемого рубления или поколачивания пальцами, да? То есть мы создаем эффект, как будто мы что-то рубим, или поколачиваем пальцами. В основном это зона межлопаточная, да, и зона надплечья. Легкий контакт. Урок номер 2 закончен. Продолжение следует.